Всем привет! Вы на канале влог Катя Важенина. И перед тем, как мы начнем с вами записывать видео, хочу вас попросить, очень важно, ребят, для алгоритмов YouTube, вы ставите лайк, вы комментируете что-то. Хочу вас попросить быть поактивнее. У нас 2000 с лишним подписчиков. И если каждый хотя бы так включит на 5-10 минут, то ролик может залететь. Мне это необходимо. Поэтому не в службу, а в дружбу, люди. Вот, сегодня у нас будет такое домашнее видео, позанимаемся делами. Я хочу, не знаю, как оно получится вкратце, рассказать то, что у меня на душе. Все-таки у нас с вами формат влог, и основная часть видео это про то, что лично со мной происходит, да, о чем я думаю, что я ем, куда езжу. Ну и, соответственно, там какие-то закулисья моей личной жизни. Но в данном случае личная жизнь – это моя семья. Какие события происходили, вот меня не отпускают они все до сих пор. У меня обостренное чувство справедливости, и когда, откровенно происходит преступление, и член семьи твой, преступник, я иначе ее не могу назвать никак, она совершает преступные действия, мошеннические в особо крупном размере, и я ничего не могу с этим делать. Хочу с вами поговорить, может быть, у вас были какие-то подобные истории в семье, хотя я сомневаюсь, что такое вообще возможно в нормальных семьях. С нормальными людьми у меня ненормальная семья, я ее не могу назвать нормальной, потому что если происходит один против другого кровного родственника, совершает мошеннические действия, продумывает планы, понимаете, не просто так там спонтанно, знаете, можно там списать, там, черт попутал, разум помутился, или как она мне как-то в телефонном разговоре сказала, когда у нас еще с ней были нормальные отношения, у каждого бы крыша поехала при виде таких денег. Но это вообще такой бред. И я другого мнения, у меня никогда не ехала крыша при виде чужих денег. Мне хотелось заработать всегда своих, какими-то своими талантами, способностями, у меня их не так много, к сожалению. А вообще иногда думаю, полное отсутствие их, но это уже ладно, это уже к кризису 40-летнего возраста. Но дело в другом. Дело в том, что вот одна старшая сестра над младшей сестрой совершает преступление. И по факту я вообще ничем не могу помочь. Знаете же, как работают мошенники? Они втираются в доверие, не знаю, какими там способами, заставляют делать человека добровольно так, как выгодно ему. Вот это сейчас происходит в моей семье. Поэтому пойдемте сейчас начнем мыть посуду, поставим варить лапшу и постепенно вам буду рассказывать. Я даже просто не знаю, с чего, мне так хочется вам это рассказать, может быть, кто-то что-то мне посоветует, напишет. Она мне здесь еще под постом, когда я рассказывала, у меня было видео, где я вам рассказывала, когда вот у мамина были поминки. Полгода, по-моему, с маминой смерти или на день рождения мамы. Она тут под никнеймом Huawei мне написывает комментарий. Вот. И хочу вам, в общем, как-то вот получится сумбурно, не осуждайте, ладно? Потому что тема тяжелая. И с точки зрения вообще социальной, и моральной, и со всех точек зрения. Поэтому давайте сейчас переверну камеру. У меня, видите, утром творческие процессы какие. Надо убрать. Надо. Вообще, я стараюсь после того, как душ приняла, у нас тут, видите, карма моя карма на стройку. Но здесь не так слышно, слава богу. Не так триггерит эта стройка, как тогда во Вьетнаме. Что-то прям вообще, вот я заметила, что-то тебя чем больше злит, надо вот прям стараться отпускать, иначе вот по жизни прям будет идти в разных странах. Вот в Таиланде, да, и опять эта стройка, вот как она меня до этого бесила. Живу одна, а посуда скапливается. Так, посуду я помыла. Сейчас поставим варить и поболтаем с вами.
думаю, как начать вам рассказывать. Хотя вкратце, кто меня смотрит в курсе событий. Не с такими, конечно, подробностями. Это плитка скачет. Сейчас я вам покажу. Подсела здесь на личную китайскую лапшу, ребята, очень вкусная. Она 35 бат. Вот эта упаковка большая, 135 бат. Есть меньше, она там что-то вообще бат 12-13 стоит. Классно очень, смотрите. Будете в Тае, обязательно вот. Получается прям настоящий итальянский спагетти. Это, не знаю, ручной, не ручной работа, но близко к этому. Очень вкусно. Ножниц нету разрезать. И она такая мягкая. А я ее, знаете, как делаю? Половину. Она причем сама уже соленая. Лапша. Она так не ломается, потому что она мягкая. То есть вот так вот вы ее не разломаете, поняли? Ну, не разломаете. Конечно, лучше бы ножницы. Не знаю. Сейчас попробую порционно отделить. Как-то не сломать. Короче, надо ножницы. Сейчас закину. И вот эту часть мне тоже надо отделить. И вот эту часть тоже. Прям рву ее, поняли? Тут у меня попадало, столешница чистая. Ну, порционно, я не варю много. Прям на раз поесть. А эту обратно штифаем. Все, в холодильник, наверное, уже раскрыто, в холодильник положу. Все, покажу. Это дело все. Вот она у нас варится. Варится она тоже достаточно быстро, прям, не знаю. Видите? Офигенная лапша, ребят. И копейки прям стоит. Вот это европейский, там макароны, спагетти 2-3 доллара здесь стоят, ну и выше. А это копеечная, китайская, есть причем тайская в холодильниках с готовой едой, так как она прям реально ручной работы. Надо будет тоже купить, попробовать. Она есть там зеленая, тайцы любят украшать. Украшать. Вот, и она зеленым. Блядь. Мы это все равно выкинем все. Жалко. У меня мусор вот. Надо будет сейчас пойдем выброшу. Приготовила на выброс. Варится. Покажу сосиски, которые тоже с этой лапшой ем. Мне вот эти вот нравятся с сыром. 39 бат они стоят. Тут 5 штучек в упаковке. Ну, я 2 их себе готовлю. Я их в микроволновке развариваю, сосиски. Вот, а потом уже готовую лапшу туда, после готовности. Я попки это отрезаю. Мне они не вкусные. Посуду намыли. Тарелочку. Окей. Ну, очень быстро получается. Пообедаем. Оп. Блин, не разрезала, забыла. С вами заболталась, я надрезы делаю. Вот они у нас. Сейчас лапшичка приготовится. И обычно до того, как в микроволновку ставить, делаю вот эти надрезы порционные. Окей. Ну ладно, так. Получилось. Мы же не в ресторане, да?
Причем хочу вам рассказать, вернее, поделиться с вами, взять у вас, попросить совет. Вкратце вы в курсе, да, ситуации, что у меня после смерти мамы Армагеддон пошел. Чтобы вам было понятно, какие действующие лица. У нас в семье 5. Мой старший сводный брат, сразу буду говорить, у него в детстве была травма позвонков, плюс его еще потом он энцефалитный клещ кусал. В общем, у него пограничное состояние, он замкнутый. Он после того, как физически выздоровел, он не смог реабилитироваться в социуме. В общем, ему дискомфортно в больших компаниях. Он жил с мамой всю свою жизнь. Он подрабатывал дворником. Ну, вот как-то вот, короче, вот так вот тихо, скромно, мирно жил. То есть ему сложно вливаться в общество там. Ой. Вторая сестра Лариса. Она работает в школе учителем. Она жесткая. У нее непростые с мамой отношения были, как и у нас, собственно, со всеми. И следующая ее сестра Юля, речь про которую пойдет, я и младшая сестра Валя инвалид. И именно про двух этих персонажей пойдет история. Вкратце как-то попытаюсь вам уложить. У нас у всех было с мамой непростые отношения. У нас мама очень такая грубая женщина, в плане грубая. Она не умела проявлять любовь. Понимаете? Вот, не нежная она была. Вот так как-то по-дочерински там обнять, там, вот объятия, вот я не привыкла к объятиям, я не люблю объятия, для меня сложно с кем-то обниматься. Для меня также сложно проявлять эмоции, да, вот как, я имею в виду вот положительные эмоции, мне сложно сказать слово там люблю кому-то. Но я как-то вот эту фигню с собой переборола, и мне сейчас нормально. В общем, Валя, блядь, это просто, ребята, это пиздец, не Валя. В общем, Лариса тоже как-то всю свою жизнь самостоятельно. Она рано ушла из дома, у них с мамой были, самые сложные отношения с мамой были у нее. Не знаю их историю, и лезть туда не буду. Я была маленькая. Потом, значит, Юля, это Юля из тех девочек, которые свою юность прошли огонь, воду, медные трубы. Мы сами с маленького городка города Краснотомской области. В общем, она туда уезжала с позором, чтобы вы понимали, все ее личные приключения, пьянки, гулянки и тому подобное. В общем, барышня такая. Я помню, как она с мамой, извиняюсь за такие подробности, на зиму заготавливали, нам тяжело было, очень тяжело, семья большая, мама как бы с 5 детьми, произошла инфляция, папы нету, папа у нас равно умер. В общем, было тяжело. Я помню, мы заготовку сделали на зиму, поставили это варенье клубничное, как она это варенье вечером воровала, лезла в погреб, чтобы пойти самогон купить. Это я вам для чего рассказываю, чтобы вы, это характеристика, чтобы вы понимали, что из себя этот персонаж представляет. Значит, потом она уехала оттуда, там ее уже ловить нечего было, кто ее там только не знал, извиняюсь за выражение, под каким ее там только кустом не этого ли. Вот, приехала она в Томск, тут она познакомилась с мужиком из города Северска и вышла замуж, родила ребенка. Вот, мы ей помогали все. Та же самая Лариса ей оплачивала свадьбу, сделала дорогой подарок на свадьбу, чтобы там родственники ее приняли, да, чтобы не думали, что она там какой-то чепенец. Там тоже в технаре у нее за сессию был долг, и Лариса ей помогла, отдала деньги, эти никто ничего не вернул, зато Лариса враг номер 1 сейчас. Валя из себя что представляет? Валя физически, у нее спинномозговая грыжа. И, понятное дело, я могу понять психологию. У нее, когда началось созревание, ей хотелось чувствовать себя своей, да, среди физически здоровых людей. К ней всегда тянулись люди, она была общительная. Но вот получит свою пенсию, не маме там поможет за коммуналку заплатить, где она же жила, там продукты домой купить, да, она все это бегала, тратила на подружек, на компанию, все это прекрасненько, знаете, все это потратит,
И потом приходит домой к маме на пенсию на 10 тысяч. Она забеременела при своем диагнозе, ей говорили делать аборт, нейрохирурги были против, но нет, она пошла против всех и родила Артема. Артему сейчас 15 лет исполнилось. Артем, значит, понимаете, это такой вот ребенок с рождения, это есть Богом помеченные дети. Они прям отличаются, у них взгляд другой, вот с рождения другой взгляд. Вот это прям особенные дети. Я таких людей, вот, Богом помеченных, я так называю, я лично охарактеризовала их таким образом. Вот у них, вот знаете, свет идет изнутри, вот откуда-то из глубины глаз, вот это вот сияние глаз. Вот Артем такой ребенок. Ну и, естественно, как бы, мама, бабушка его воспитывала, Валя инвалид, Валя вообще как-то к нему не было никогда материнских чувств, она от слова совсем, вообще вот до 10-летнего возраста, чтобы вы понимали, бабушка, он физически находился с бабушкой, я уже в то время жила в Таиланде, прилетала, улетала, то есть финансово он был полностью на мне, до 10 лет его обеспечивала я. Так как до этого был у нас только один племянник, это Юлин сын, мы ему помогали, все игрушки, там, вещи, подарки. Когда родился Артем, Юля его возненавидела из-за ревности, но это обычная ревность. Сейчас еще сделаю такую ремарку, меня они тоже все ненавидят, причем и Лариса, и Валя, и Юля, меня они ненавидят, так как они считают, что мама меня любила больше всех. Вот у них и во взрослую, помимо того, что с детства это перенеслось и сейчас. То есть это вот в разговоре с каждой из них это все сталкивается, всплывается, то есть у них это сидит. Вот каждую из них, что сделала плохим человеком, а по мнению, моему мнению, каждого вот из них, вот их трое, славу не берем, слава человек, который просто в помощи нуждается. Вот Лариса, Юля, Валя – это 3 злобных человека, 3 плохих человека, которых не было никогда в моей жизни вот близко, вот насколько мне пришлось с ними столкнуться, когда умерла мама, и потом беда случилась с Артемом. Так, у меня соус еще есть, кетчуп просто. Они, то есть это все в них сидит, они меня как ненавидели, так и ненавидят. Смотрят там мой YouTube-канал, там считают, что я хорошо живу, понимаете, и завидуют. Хотя лично я считаю, и многие из вас, я думаю, люди, которые вот особенно со старенького моего YouTube-канала, определенно знают, что мне точно завидовать нечем. Я живу свою жизнь, я не заглядываю в чужие кошельки, я живу как живу. Что-то пытаюсь сделать, какие-то там YouTube-каналы, чтобы там монетизировать, какой-то доход получать, улучшить свою жизнь, куда-то поехать в какую-то страну. Я живу и живу. Кто там сколько зарабатывает, кто что получает, меня это не касается. Вот. Но со смерти мамы вот это все обострилось. Получается, у Валя потом встретила мужчину еще одного, который впоследствии пошел, сами понимаете, куда. И был пропавший без вести больше 2 лет. Его тело нашла я с помощью волонтеров, писав посты, размещая объявления, вышли на меня. Морг, там главный с морга позвонил мне, я делала опознание, то есть что доказывает, что это я нашла его, то есть вышли на меня. Не на нее, не на там других каких-то родственников, не на государственную структуру, учреждения, которые должны были заниматься этим, а вышли на меня, нашла я через волонтеров людей. Значит, смотрите, вот это Валя, значит, за вот эти 2 года, что он был без вести, она с ребенком снимала квартиру. Она, то есть зарплату первая начала его приходить, и она решила там снять подороже квартиру. Вот сейчас эта квартира, ее уже выгоняли, там сейчас засранная эта квартира, Валя сама по себе засранка, вот такая она. Девочку забрали в детский дом, официально они с Иваном не муж и жена, ребенок не вписан в свидетельство о рождении, он как отец не вписан. Это делалось по другим причинам, но с этой ситуацией так столкнулась. У нее забрали ребенка в детский дом. Я позвонила Ларисе и попросила, Лариса, она так как человек социальный, она дисциплинирована, она умеет с этими всякими судами, делами, она в этом плане умный человек и дисциплинированный. То есть единственное, и на тот момент я была за границей, я в Америке была. Это почти 2 года, нихера себе. Да, я в Америке была, когда она позвонила и сказала, что ее дочку в детский дом забрали. Я уже в Америке была, я тогда только в нее прилетела. Но суть в том, что
Лариса на свои деньги нанимала адвокатов, судилась с опекой. Они забрали девочку из детского дома, вернули ей под опеку Вале. Несмотря на то, что она инвалид и физически недееспособна физически, да, то есть ей сложно, ей больно, ее оставили, то есть не делали там никто над ней опеку, чтобы она сама растила своего ребенка. Хотя в тот момент Лариса могла признать ее недееспособной и взять опеку над Ульянкой. Чего она не сделала? Я сейчас объясню, вот этот момент запомните, объясню для чего. Потом, чуть позже вы поймете. Значит, что Юля из себя представляла? Юля элемент, который ни разу, я сейчас про себя не говорю, меня она там ненавидела, даже пару раз она, когда мы пытались с ней взаимодействовать, общаться, когда она замужем была, она к этому своему мужу ревновала, даже 2 раза накидывалась, были 2 случая, когда она накидывалась бить меня. А она такая здоровая, толстая, и она вот такая закомплексованная, злобная, строящая планы. Коварные планы. Вот она преступница, я официально заявляю о том, что этот человек совершает сейчас преступные действия по отношению к инвалиду своей младшей сестры, вымогая с нее аферистскими вот этими действиями, чтобы она ее почистила, вот эти все выплаты, которые пришли, все почистила у нее. Вот, история в чем? Она ни разу за свою жизнь, эта Валя, не спросила. Если у нас с Валей еще приблизительно были там какие-то взаимодействия, там нет-нет, там где-то там, они мне с Ванькой могли там денег занять, там, я им занимала, Вале я помогала, и, ну, как бы я не скажу, я постоянно, то есть, ну, была в курсе, там, пару раз в месяц я звонила, узнавала, как она и что она. И то же самое Ларису уговорила я помочь, когда девочку у нее забрали. Вот. И получается, прикиньте, вот эта Юля ни разу в жизни не позвонила, не помогла, не спросила как, голодная, холодная, где она, что с ней, живая, вообще никак за все года. Но зато как только привезли тело и стали выплаты гарантированные уже, очевидно, так как уже суды были прошли, Ларисины суды, которые Лариса Валя делала, и доказали отцовство и все, что выплаты уже будут. Это Юля Ларису избивает в день похорон Ваниных, когда они приехали с поминок, они с кладбища поехали к Вале на эту съемную квартиру, Юля и Валя, а Лариса за дочкой, за Валиной поехала, ее с детского сада надо было забрать. И, в общем, когда она приехала, то Юля на нее накинулась, забрала документы, сказала давай документы, которые Лариса на адвокат вел, вот эти все, и вдруг стала помощницей. Понимаете, помощница тратит деньги, а точнее она мне сама лично в разговоре, знаете, как сказала, вы не докажете ничего. Но она совершает преступные действия, она обдумывает, делает. Она оградила Валю, выставила все так, как бы оградила от общения с нами. Хотя только я и Лариса ей помогали всю свою жизнь, даже те деньги, которые она сейчас имеет, и Юля ее ворует на них, это мы ей сделали. Лариска всю юридическую часть, ну а я, самое главное, я нашла тело. Все, как бы, Юля ни разу я на не 500 рублей ни разу в жизни не дала, что там ребенку на молоко ничего не купила, не поздравила, ни разу не позвонила, не приехала, не спросила. А тут вдруг у Вали нарисовались деньги, это стало ей самой доброй сестрой, помощницей, а я и Лариса враги, чтобы вы понимали. История дальше крутится, она откладывает так все, что мы враги. Причем она сейчас настраивает Валю против Артема биологического. Знаете как? У нас случилась история, Артем в итоге потом стал под опеку у Ларисы, у них случился конфликт, вот там бабушка умерла, у него там первая любовь, туда-сюда, в общем, пубертатный период, у них случился конфликт, после чего там он тоже совершил ошибку. В общем, сейчас опека назначена Юле, той, которая его ненавидит. Чтобы вы понимали, она вот это сейчас использует для того, чтобы Валю... Короче, отжала у Вали трехкомнатную квартиру. То есть она первая бегала, орала. У Ларисы с Валей был договор, когда она ей начала помогать, там, забирать ребенка с детского дома, чтобы забрать и вернуть, там, вот эти отцовства доказать. Она говорит, я тебе это помогу, но если вдруг все получится, ты покупаешь однокомнатную квартиру и оформляешь дарственную после своей смерти на Артема. Артем, напоминает, это биологический сын Вали. Валя просто лишена. Так Юля, когда об этом узнала, как она какая зависть в ней, как она начала бегать, как она начала, да, Лариса, мне ее за квартиру отла. Так сейчас что она делает? А сейчас она манипулирует Валей, что якобы Артем у нее под опекой,
Причем за эти полгода она ни дня с ним не прожила. Валя ей оплачивала съемную квартиру. За Валей счет она одела своего сыночка. Артем ходит, поллета прошло, ходил в осенних кроссовках. Поллета, блядь, не опека. Опеки это тоже странно, там какая-то женщина работает. Вообще все плевать, понимаете? Они ему угрожают. Если будешь писать отказ, чтобы, так как он имеет право выбирать, кто будет его опекуном, значит, пойдешь в детский дом. Они его запугивают психологически, давят на него, ну, не прямые угрозы, а вот так вот, знаете, типа бла-бла-бла-бла, ну, запугивают. И получается, что, короче, он живет один все эти месяцы, и ее этот сын Саша избил его. Он написал жалобу в опеку, опека приехала, на это посмотрела и сказала, ну, либо в детский дом, хотя у него две тети, я, у него тетя, они как минимум должны были позвонить мне, да, то есть они нарушают законы. Вот эта опека, Светлана Гальбердовна, в лице директора этого опека, во-первых, она законы Санпина нарушила, уголовное преступление совершила, не понесла за это наказание. Северская прокуратура на это почему-то закрывает глаза, не знаю почему. Плюс сейчас, как бы, она нарушает законы, да, они манипулируют, они запугивают пацана, который сложный период прожил. У него умерла бабушка, у него потом там впоследствии там он был преследуем определенными органами, которые хотели давить на него. И сейчас они его запугивают, чтобы он не писал отказ и не вернулся к Ларисе под опеку, либо ко мне. Вот. Это Юля, значит, смотрите, история такая, я не знаю, на кого оформлены документы, но очень странная. Это Юля Валю эту отговаривала, в общем, они хотели кинуть Ларису, чтобы еще был один договор, чтобы она, Валя, заплатила за коммунальный дом, где мама жила. Мама умерла, вот, Валя там тоже имеет долю, и на Вале тоже есть долги, она там проживала, не проживала, дело 10-го, сами знаете, как коммуналка насчитывается. В общем, они решили все это, Лариса ей все это сделала, она под давлением вот этой Юли решила кинуть Ларису. Но тут, как бы, я не знаю, мистически что-то вмешалось, ей начала мама сниться. И, в общем, как бы она сама на меня вышла, я у нее в блоке. И, как бы, отдала Лариса, заплатила, перевела Ларисе эти денег, чтобы Лариса заплатила за эту коммуналку. Вот. Суть в другом. Она, значит, Юля сейчас живет в этой трехкомнатной квартире, мы не знаем, на кого она оформлена. Когда мы Валю попросили дать документы, чтобы посмотреть, на кого куплена эта квартира, нас всех заблокировали. Это Юля что сделала? Она манипулировала Валей, что у нее все схвачено с опекой, под страхом, что вот, видите, у Кати с Ларисой не получается Артема вернуть, у меня все с опекой схвачено, это ее слова, она это постоянно твердит и Артему, и нам, и мне, и Ларисе она угрожала. Вот, кичась какими-то своими личными взаимоотношениями с директором опекой, понимаете, ну, мы видим, если опека на все закрывает глаза и все спускает с рук, и ребенок беспризорником, блядь, ходит в 4 утра, не спит, до 2 ночи где-то шляется, ходит в одних штанах, понимаете, поллета и в осенних кроссовках, его избивают, а они приезжают и на это закрывают глаза. Как вы считаете, это закон? Я считаю, что это преступление, те, кто занимает вот эти должности, которые должны за этим следить и курировать. Они должны глубже в историю семьи, ну, как бы, это человеческие жизни, это жизнь ребенка. Вот сейчас у него 15 лет, это зависит от что в нем будет, в него вложить сейчас, то и понесется дальше вот эти все азы, каким человеком он станет. Это Юля его подталкивает, подстрекает на действия противозаконные. Вот, например, она ему, знаете как, вы хотите сказать, что 50-летняя женщина не понимает, что она психологически манипулирует подростком? Понимает все. Знаете, как она ему делает? Я тебе не открою банковскую карту, потому что ты будешь переводить донаты с страны, с которой у нас конфликт. Понимаете, подростку. То есть она так технично подсказала ему, что надо сделать, да? И через неделю она ему разрешает идти пойти открыть карту, оформить на себя. То есть понимаете, как она? Это подстрекательство. Так и работают манипуляторы и вот эти вот вербовщики, кто делает вот эти. Она это делает с подростком. Она Вале рассказывает о том, что ей снится мама. Хотя мама ей никогда не снится. Мама ей снилась в одном случае, тогда она ей показывала дорогу в ад. И я сейчас понимаю, почему. Потому что она, ну, преступление совершает, это преступление. Это не мои догадки, это факт, это действие. Она еще издевается, типа вот показывает это. Она воровала, она, значит, знаете, еще что сделала? Она Валя настраивает, якобы Артем несет угрозу своей сводной сестре, больной, якобы он ей во сне причинил. В ее сне якобы пришла мама и сказала быть аккуратнее, якобы она видела, что Артем там девочка это причинил своей сестре вред физический.
Понимаете, какая тварь просто. И она, чтобы вот своему сыночку за счет Вали и Артема и ее дочки обеспечить будущее, она ее сейчас обворовывает и копает яму Артему. Вот так вот. Хотя 50-летняя женщина не понимает, что она говорит подростку, да? Это она случайно это делает. Вот скажите, блядь, мне. Вот если я не права, отрежьте, блядь, мне язык. Она это делает специально. Это человек, блядь, просто, блядь, подстрекатель под преступные действия подводит несовершеннолетнего. Понимаете? Подсказывая ему, как не надо делать, да? И вот что бы вы вот сделали? Вот что вы сделали, когда законы бездействуют в этом городе Северске, Томской области? Вот эта Гальбертовна Светлана, она вообще, она закрывает глаза на преступления, помимо того, что она, получается, сама. В каких они там личных отношениях, как Вихляева ходит рассказывать, не знаю. А всем плевать, всем плевать. Она, у нее отжала эту квартиру, сейчас якобы манипулируя Артемом, что якобы Артем под опекой. Я вот для чего она его удерживает и запугивает, что она в этой квартире трехкомнатной будет жить. А мы не знаем, она, документы Вали, это больной человек, она по факту недееспособна Валя. Она сидит, она никогда ничего не читает, никакие документы, какую она купли-продажу подписала, непонятно. Когда я Вале начала об этом говорить, я говорю, пришли документы на квартиру, почему их у тебя нету? Документы все на то, что они якобы купили квартиру. Помогла, видите, помощница у нее образовалась. 35 лет она Вале не помогала, а у Вали появились миллионы, она пришла помогать ей деньги тратить. Документы на квартиру у Вали ни одних нету. Они у Юли документы на квартиру, на трехкомнатную, в которой она сейчас будет жить. А знаете, что она сделала Вале? Она ей продала свою квартиру, Валя ей закрыла ипотеку за свои деньги. Причем эти же деньги, они с определенных мест, да, и они должны контролироваться, опять-таки, этими же органами опеки, да, куда они тратятся. И вот когда она говорит, что она в сговоре, как что у нее все схвачено с директором органа опеки, так опека же почему это подписывает? Вот у меня и у другого человека здравомыслящий вопрос, они в доле ли это Светлана Гальбертовна, не пилит ли они деньги, что она подписывает? То есть она продает ей свою однокомнатную квартиру на 5-м этаже инвалиду, который ходить не может. Она делает вид, вот это когда я еще там была в городе, деятельность, видимость создавала, понимаете, то есть это осознанное действие, это же месяц-два она это делала, пока Вале с арендной квартиры не поставили срок, что надо съезжать. Якобы, что она нашла квартиру однокомнатную, но перед тем, как надо совершать сделку, а Вале через неделю, через несколько дней съезжать, вдруг та хозяйка повышает цену на 1 миллион, а у нее не хватает. Понимаете, какая она артистка, какое она шоу разыграла, а Валя в это верит. Я Вале задаю вопрос, я говорю, ты сама видела это сообщение, ты разговаривала с продавцом? Но Валя недееспособна, она не понимает эти вещи. И так, естественно, нет. Я говорю, документы пришли на квартиру, что там подписала, кому там квартиру купила, на кого она оформлена. Естественно, нет, сразу заблокировали. Причем Артему наказали строго не говорить, чтобы я не знала, что Валя живет в этой квартире на 5-м этаже. То есть, прикиньте, она у нее отжала трехкомнатную квартиру, в которой она сейчас живет, со своим сыночком, блядь. И втюхла ей на 5-м этаже инвалиду однокомнатную квартиру, всю засранную, прокуренную, засранную. Понимаете, она еще ипотеку погасила. То есть это преступление, ребят. То есть, ладно, со стороны закона я уже не удивляюсь за эти полгода, что я была в своей стране, я не удивляюсь, по крайней мере, я хочу свято верить, что это не касается всей моей родины, а конкретно взятый регион, только там есть такие непорядочные люди. Я вписываю это под конкретных людей, которые совершают преступления. Но родная сестра, родную кровь, неважно какие отношения, она ее обворовывает инвалида с больным ребенком. Вот у меня вот резонанс, я вот не могу, у меня вот обостренное чувство справедливости, и то, что вот происходит, это пиздец просто. Она здесь мне комментарий тоже строчит, он Huawei, ребята, если вы видите от нее комментарии, это она под предыдущими там видео, где я вам рассказывала всю эту историю, она написала, да успокойся, уже комментарии мне писала, живи уже своей жизнью. А я про себя думаю, да, успокойся, дай мне обворовывать свою сестру-то младшую инвалида. За счет Артема она задумала упечь, понимаете, то на СВО его готовит, блядь, пойти, понимаете, втюхивает ему, отправляет. Что-то своего-то сыночка, блядь, она толстозадого-то не отправляет туда. А подростка 14-летнего она втюхивает, так как эти донаты делать, страны, в которой мое государство в недружественных отношениях, понимаете, это подстрекательство. Так вербовщики делают, вот эти преступления, они так происходят.
То есть она преступница. Ну, в Северске и прокуратура, и остальные органы власти закрывают на это глаза. Нормально? Ребенок уже, даже сам факт, то, что они закрывают глаза, эти органы опеки, на то, что ребенок, пацан, избитый весь был, ходит в штанах в одних поллета и в осенних кроссовках, зато нормально. Что он один живет, она его сразу отселила, и вы думаете, органы опеки это не знают? Все, они знают, они прекрасно это знают. Она ни дня с ним не прожила, хотя Валя ей арендовала трехкомнатную квартиру, где бы она жила с этим своим сыночком, блядь, толстозадом, и с Артемой. Прикиньте, вот как она за счет Вали и Артема живет. Работает в Хоссити, управляющая в Северске. У нее нормальная зарплата, там, среднестатистическая для граждан РФ. Взяла там ипотеку свою. Но нет, когда у младшей сестры, у инвалида появились деньги, как так-то. У Артема будет впоследствии как бы с сестрой, а у нее нет. Нет, чтобы зарабатывать своего ребенка, сына своего приучать к чему-либо. С этим сыном ни с ней не общаются ни родственники мужа, ни муж этот бывший. С ней никто не общается, и мы с ней не общаемся, и сын ее не любит, потому что вот он такой же гаденыш, как и она. А все дело в том, что она его так воспитывает. К нему было бы другое отношение, но она же его так воспитывает с вот этой ненавистью. Что вы думаете, вот этот подросточек-то не в курсе, ее сыночек, чем она занимается? Все, он в курсе. Он за мной следит в социальных сетях, он во всех американских группах добавлен. Он зато за мной, за моей жизнью они следят очень хорошо, вместе со своим сыночком. Понимаете, в церковь она не ходит, в церковь ее не затащишь. Церковь там, чтобы это, я не знаю, у нее, наверное, там ноги отвалятся, сгниют по дороге в церковь. Ее вообще не затащишь в церковь. Но зато свечки она дома регулярно жжет. Вы прикиньте, блядь, это родная сестра. Я не знаю, вот у других вот есть семьи с алкашней, да, там, кто выпивает, кто там не общаются, дерутся, ну, чтобы обворовывать преступление, делать, совершать преступления по отношению к кровному родственнику. Но это уже, ну, это за гранью добра и зла, это за гранью любого человеческого понимания. Вот я не знаю, напишите мне. Я вот лично для себя, я видела, что со стороны закона это невозможно, что у него может быть и правда там все схвачено, может мне там с этими пилят, потому что тоже странно, да, что эти все, это же контролируются деньги органами опеки, контролируются, почему они подписывают разрешение, дают на, не вникая, Валя на это желание, добровольно, нет. Как-то, почему инвалиды селят на 5-й этаж, инвалид себе решил, значит, Юле трехкомнатную квартиру купить, а себе ее перекупить, да, то есть это уже идет какие-то аферы, это должны контролироваться как минимум, ну, плотнее вникнуться, это уж небольшой город, город Северск, это маленький, блядь, город, чтобы там говорить о масштабах, о количествах, там какие-то мне, когда да, что-нибудь в каждую вникать. Ну, извините, у вас работа такая, вы должны вникать в каждую семью, иначе нахера вы идете на эти должности, если вы не хотите вникать. Вы распоряжаетесь человеческими судьбами, тогда вникайте, это ваша профессиональная обязанность. Но нет, она подписывает, а может быть, как я говорю, вот Виктория говорит, что она, у нее там все схвачено, так может они просто это пили, ну, это мои предположения. Ну, я так думаю, вот вы как думаете? Как там у них так все схвачено, я понять не могу. Что на все они закрывают глаза, выдают ей деньги, разрешение подписывать. Она своего этого сыночка за Валин счет одела, обула, а Артем, блядь, поллета ходит в одних штанах. И это все нормально, понимаете? Я не знаю. Вот мое чувство справедливости обостренное, я справедливый человек. Я всю свою жизнь стараюсь жить правильно. Но, по крайней мере, не обворовывать, не убивать, не причинять зла другому человеку. Если мне человек не нравится или ситуация, я отстраняюсь, я блокирую, ухожу из этой ситуации, от этих людей. Но тут это же кровные родственники, и, понимаете, тут, ну, как бы бурлит, она же ее обворовывает, она Артема там, она, понимаете, Артема не на преступление подвергнет, да, туда отправить, не туда, так туда, понимаете, то выставить его психопатом, блядь, чтобы психушку упечь, либо в тюрьму, чтобы он там что-то совершил. Представляете? Ну это в 50 лет женщина же это осознанно говорит подростку, неокрепшему уму, вот эти мысли внушает. Это подстрекание, это уже вторая уголовная статья. Помимо того, что мошенничество крупных размеров, так она еще и, она же делает это, подстрекает его. Это подстрекательство, это вербовка, я не знаю, как угодно сформулируйте. Но когда она в мысли прямые говорит парню, блядь, что надо идти донатить противодействующей стороне, а как она сформулировала? Я тебе не открою карту, потому что ты пойдешь и будешь, да? Подсказала, блядь, добрая тетя. Вот как? Я не знаю, я вот, знаете, с этими со всеми вещами стала
больше к Богу обращаться. Я больше пришла к вере. Вот читаю Библию, и в Библии написано очень хороший такой стих. Это Псалом Давидова. Уже не помню, какой стих, но вот там про беззаконнейших. Не ревнуйте беззаконнейших. То есть я не процитирую, но смысл такой. Не смотрите то, что тот, кто делает преступление, ворует, обкрадывает, убивает беззаконие. Конец у них один. Всех ждет смерть. Так вот я все это отдаю в руки Бога, потому что в городе Северске там с точки зрения закона это бесполезно. Там нету людей, в моем понимании. Люди, которые смотрят на преступление другого человека, это закрывают глаза на преступление, это те же самые соучастники, чисто в человеческом виде. А я и Лариса, понимаете, я ей тело нашла, а Валя, смотрите, да, Валю жалко, но смотрите, какая она гадина. Ей Лариска все сделала, у нее бы не было сейчас вот этих вообще ничего, у нее бы дочка так осталась в детском доме. Ну, Лариса враг номер один. И я тоже. Она заблокировала. А Юлия, она трехкомнатная квартира покупает. Заебись, да? Родная сестра явилась помогать. 35 лет не было. Ни разу не спросила, как дела, если у ребенка молоко, на что ты живешь, голодная ты или нет. Где ты спишь, что с тобой. А как? Нарисовались миллиончики, так это. Пришла она помогать, деньги тратить. Вот так вот, ребята. Я не знаю, может, у меня здесь кто-то меня смотрит из адвокатов, юристов, не знаю, может, кто-то в органах работает. Напишите мне в комментариях в этой ситуации. Вот как в этой ситуации быть человеку, свидетелю, стороннему наблюдателю. Вот забить и реально дать все в руки Бога, либо продолжать долбиться, пытаться, чтобы по справедливости все было.